Ну, если уж погружаться в поп-ММА, так по полной. Не мудрено, что после боев с участием Кокляева и скорого боя Джигана, прогноз на него уже на канале, не забудь посмотреть, эта индустрия развивается и набирает все большие обороты. Уже состоялся бой между главным поклонником Артура Пирожкова Алишером Моргенштерном и блогером Димой Гордеем. Сегодня мы расскажем о том, что известно о поединке на данный момент и постараемся угадать, кто одержал в нем верх. Готовы? Ставь лайк этому видео, пиши комментарий, подписывайся на канал. Погнали. Морген в ММА? А ведь все начиналось не так давно. Первые звоночки о спортивной карьере Алишера поступили уже после интервью Дудя. Еще за год до него Морген заметно преобразился. Из пухлого и безобидного рэпера он превратился в сухого и подтянутого спортика. Желтая пресса, конечно же, пестрила разными заголовками, но в секретах похудения Алишера мы разбираться не будем. Все-таки у нас не программа Елены Малышевой. На том самом пресловутом интервью Алишер отвел Юру в зал, где Дудю и Моргену предложили зарубиться в батле на жиме лежа. Юра выиграл, но и Алишер был неплох. 23 раза он смог поднять штангу весом 50 килограмм. Но отдельный виток в биографии Моргена возник благодаря Александру Шлеменко. Да, многим не нравилось творчество Алишера, за что он уже успел попасть под суд. На него ополчались все, кому не лень. Артисты, спортсмены, блогеры. Волну хейта подхватил и Шлеменко. Шторм едва ли не в каждой своей трансляции отвечал на вопросы по поводу Алишера, искренне недоумевая, почему его еще не убрали с экранов. В итоге Саня разразился целой тирадой. Я не понимаю, почему появляются люди, которые пытаются его защищать. В первую очередь я сказал, что это за человек. И для меня непонятно, почему у нас уважают людей, которые получают премию «Женщина года», будучи при этом не женщинами. И как вообще можно участвовать в его клипах и челленджах? По нему все понятно, он непонятный черт для меня. Алишер с высоты своего хайпа на эти слова посмотрел с презрением. Он долго молчал и не отвечал Шторму, пока на программе у Басты ему не предложили набить Шлеменко лицо. Морген заявил, что готов подраться с Саней за 20 миллионов долларов, а незадолго до этого Алишер иронично высказался насчет ММА. Вот дети вас насмотрятся и друг другу пойдут головы ломать. Какой пример вы подаете молодому поколению, а добивать лежачих — это вообще по-мужски? Не все представители смешанки закончили хотя бы 11 классов, поэтому иронию многие не выкупили. В адрес Моргена полилось еще больше хейта, но слова рэпера побудили Анатолия Сульянова, владельца лиги Хардкор, предложить Алишеру выступить в октагоне. Почему именно Гордей? Дима всегда был близок к спорту. В юношеском возрасте он часами проводил время на BMX, с которым изредка появляется в роликах. В нем он стал аж кандидатом в мастера спорта, но карьера на YouTube закрутилась куда более быстрыми темпами. В поп-ММА Дима не последнее лицо. Да, боев смешанки у него нет, но еще на заре становления культуры он появлялся на шоу Амирана Сардарова. Гордей не был каким-то выделяющимся персонажем на фоне Тарасовых и Лазутиных, порой просто просиживая диван, но с одноглазым пиратом сдружился. Вступив в непрочные ряды его команды, Дима даже успел поведать, что у него есть спортивная база. Кроме того, единожды он все-таки выступил по правилам бокса. Боксом ту легендарную битву против очевидно прохожего пацана язык назвать не повернется. Дима просто махал руками в разные стороны. Его оппонент занимался примерно тем же самым, а изредка Тарасов останавливал бой, чтобы дать оппоненту Гордея хоть чуть-чуть продышаться. По итогам схватки Димина рука была поднята, поэтому многие и считают эту единственную победу знаком качества. По мнению масс, раз Гордей победил в боксерском поединке и идет с рекордом 1-0, то из-за этого он обязан будет размазать Моргена. Что известно перед боем? А перед схваткой мы имеем несколько историй и вытекающих из них предположений. Первым из них является простое отсутствие поединка. Весь этот цирк — простая промо-компания либо самого хардкора, либо грядущего коллаба Моргена и Гордея, ибо о фите с Алишером Дима говорил уже не раз. И в это верится куда больше, ибо едва ли Морген даже за 20 миллионов долларов согласился бы подпортить свою квадратную голову. Да и стоит помнить, что даже у его охраны есть охрана, какой уж тут октагон. Вторая мысль. Подписание контракта все же состоялось. Но боя не будет. Алишер просто поработает говорящей головой, прокомментирует несколько схваток и активно посветит лицом.
Заработает как сам Морген, так и организация в целом. Именно поэтому Сульянов и говорил о подписании мнимого контракта. Бумаги готовы, но готовы для одного Моргенштерна. Алишерка стал дохуя богаче, Hardcore FC, большое спасибо. Самый желанный для нас вариант – бой, который должен состояться. Ведь стардауны были, о чем нам громогласно заявляют утечки сторис от представителей хардкора. В пресс-конференции Алишер участие тоже принял, но вот после драки между Чоршем и дагестанцем, прогноз есть на нашем канале, чекай, он моментально был выведен своей же охраной. И для поп ММА в этом одни плюсы. Морген приведет за собой огромную фан-базу, которая будет наблюдать не только за ним, но и за Акабом, Калмыковым, Анубисом и другими звездными парнями индустрии. Алишер же в очередной раз может удивить общественность и на деле показать, у кого в игре самые большие яйца. Также бытует мнение, что бой уже прошел и кто-то из парней, а может и оба, получили серьезную травму. В пользу этой версии говорят сторисы того же Тарасова. Да, только что прошел бой Моргенштерна, это было нечто, совсем скоро вы это все увидите, пиздец был полный, блядь, заебался. И утекшие в сеть кадры с выходом Алишера в октагон, а после непонятной суетой докторской бригады вокруг бойцов. Есть вариант, что сутки позади они не спали. Но кто знает, может и правда в октагоне случилось что-то неприятное, а солнце загорелось не над ебалом, а в глазах после пропущенного джеба. Ну и впервые в истории нашего канала прогноза на бой не будет. Очевидно, что нас ждет увлекательное шоу, где все хотят еще, а главным артистом, который жаждет нулей на счет, выступит Алишер. Превратив октагон в сцену, главная звезда Рунета в очередной раз покажет, как нужно делать деньги. А кто там победит и как вообще пройдет бой, вторично, да и не столь важно. Что думаете по этому поводу? Делитесь мыслями в комментариях и не забывайте про подписку на канал. Скоро будет много нового и интересного. Увидимся.